Дорогие мои подписчики, как говорила раньше моя внучечка, когда начинали блог. Скучно мне без них, знаете. Поэтому бабуля себя занимает какими-то делами. Они же каждый год, мои внучата ко мне приезжали. Но сейчас они с мамой находятся со своей. Вот я такая. Встретила сейчас соседку с нашего подъезда. Тоже купается, ходит на море. Очень уважительная женщина. Хотя я была у нее только один раз с мужем на празднике. По соседям мне ходить некогда. Вчера у нас такой случай произошел. Я потом покажу вам. У нас новый житель. Вот. Такой интересный. Красавчик есть дома. Ну, давайте создадим небольшую интригу. И об этом расскажу попозже. Соседи нам его принесли. Так как там проблемы. Он замучил их. Кричит. Хочет выйти из клетки. Ну, короче, они говорят, можно, говорит, бабушка, говорит, нас ругает, говорит, сказала, выкинет его. Ну вот, я сказала, конечно, можно, и принесли его нам. Ну, а о ком идет речь, я потом вам покажу сама. И этого таинственного незнакомца. Друзья мои, ой, я даже не знаю, откуда у меня столько энергии. Я вчера монтировала видео. Я же была в хамаме и монтировала видео. Когда ты самостоятельно изучаешь какую-то тему, на это очень много идет времени, правильно же? Поэтому многие учителя, коучи предлагают свои услуги, потом пройдя этот путь. Может быть, в будущем каком-то я буду брать за это деньги, то, что делюсь, рассказываю. Но когда ты идешь самостоятельно, и ты уже знаешь, куда что делать. Действительно, это большая школа. И на этот путь, который проходим мы, уходит очень много времени. Вроде бы в 12. Какой в 12? Я в 9 часов начала заниматься этим. И до 4 часов. В 4 я легла. И встала в 8. Даже не знаю как. Мой муж пошел сдавать холестерин, анализы своей крови. Вот поэтому я тоже сейчас недолго буду. У меня сегодня такой насыщенный день. Столько всего интересного. Хочу дома побыть. А может, вечером мы встретимся с Оксаной. Поэтому и обед надо приготовить, и полы помыть надо. У меня времени рассиживаться нету. Так что все сделали, дело. Искупалась, главное. И пойду сейчас домой. Я после хамама себя чувствую потрясающе. У меня такие прекрасные отзывы. Вы знаете, у меня же рука болела в последнее время. Я не рассказывала вам такие мелочи. Межреберная невралгия, скорее всего. Лопатка левая. Я еще ходила на спорт. Не понимая, что это. Фитнес-салон, поднимала тяжести. И усугубилось. Но как-то оно один день меня беспокоило. Потом все было по лайту. Но не проходила эта вещь. А вы знаете, когда я пошла в хамам, вот со всеми этими процедурами, с массажами, 2 массажа было. Это все у меня, как говорится, прошло. Понимаете? Прошло. Вчера я была на тренировке, подумала, что я не справлюсь. Я восстановила свой вес. И сегодня прекрасно себя чувствую. Ой, девочки, скоро заканчивается наша тренировка. 2 месяца ее не будет. В октябре начнется. Буду ждать в 4 глаза. Потому что это бесподобная вещь. У меня даже лицо потянулось. Вот я сейчас снимаю вам. Сейчас покажу. Вот я вам сейчас снимаю себя на камеру. Мне прям так намассажировали, и шея потянулась, и лицо. Видите, какая у меня спортивная уже. Все замечают и знают, что я спортом занимаюсь. А главное, знаете, сама массажистка говорит, ты спортсменка, потому что, говорит, у тебя прочувствуется
мышцы. Вот поэтому я и говорю вам, девочки, возьмите килограммовые гантели. Не надо вставать, просто сидите и работайте, делайте сгибание, разгибание, сгибание, разгибание. Потом нагнитесь вот так и делайте. Вот так делаете. Что-нибудь только делайте, чтобы мышцы ваши сохранить. Так что вот. Я думаю, что я прекрасно выгляжу. Девочки, помните, вы мне говорили? Кожа все-таки подтягивается. Да, конечно, так еще будет лучше, смотрите. Где так, где так. Есть существенная разница. Чуть-чуть, смотрите. Ну, так что смотрите сами. Ладно, все, побежала я домой. Тут дела меня ждут прекрасные, прекрасная погода и прекрасный мой дом любимый. А вы любите свой дом? Девочки, и вот наш гость-красавчик. Вы видите, какой красивый попугайчик. Но такой грязный. Я сейчас целый совок мусора собрала от вот этих моих питомцев. И, скорее всего, я его поставлю сюда на полку. Потому что солнце попадает сюда днем. Я таскаю его то туда, то сюда. И знаете, он ручной. Он привык к рукам. Смотрите, вот так, допустим, я ему... Вот. Я его кормлю отсюда, с рук. И он, когда я открываю, видите, закрыла, он такой умный, привык к рукам у соседей и садится на голову. Вот если пройдешь, он обязательно вам сядет на голову, и с ним надо ходить. Но мы его не выпускаем, первый вечер выпустили, потом не могли никак его в клетку вернуть. Ашкым одел перчатку, целый час мучился. Ну никак, наши-то послушные. А Мавиш, знаете, когда их выпустили всех троих, охраняет, на него бодается мужичок наш. Мавиш! Чики-чики-чики-чики-чики-чики. Мавиш! Мавиш! Чики-чики-чики-чики-чики-чики. Мавиш! В общем, друзья мои, какая у нас замечательная погода. Какие у меня красивые цветы. Я сейчас сижу и балдею. Какая красота! Какие они благодарные. Посмотрите. И там такие огромные красивые цветы. И здесь распускается. А вот я вот эти цветы лечу. И постоянно. Но тут у них постоянно что-то появляется. Вот смотрите, белое сейчас, видите? Нужно постоянно их опрыскивать. Потому что съедает вся вот эта вот, этот червяк их съедает. Вот эти, смотрите, мои красивые цветы съела. Вот тут тоже, вы видите? Я вчера помыла. Везде атаковала. Посмотрите, вы видите? Вы видите, как портится? Я не знаю, такого не было в том году, как в этом. Вы посмотрите. Только начинают новые расти. Вот видите, маленькие тоже покидала. И они их атакуют. Что за напасть такая? Этот перчик, как у нас распушился. Мои девочки, мальчики. И этот пришел в себя. Но постоянно нужно их брызгать. Этот как-то непонятно. Или от тяжести. В общем, такая у нас замечательная погода. Красота вся. Я еще хожу в пижаме. Вот наш Мавиш. Мавиш чики-чики. Девочки, я скоро иду на тренировку. Какое счастье. А завтра мы едем в вояж к моей подружке Ларисочке. Вон там аквапарк, видите? Кусочек аквапарка покажу вам. Где кушают они. Видно, вот наш аквапарк. Ну все, пошла я собираться. Я в пижаме еще. Я знаете, что заметила? Что когда я сажусь за швейную машину, у меня меняется весь мир. Напряжение. Я кайфую просто, кайфую от этой машины, от шитья, от этих идей. И знаете, я не хочу даже вставать. У меня же еще же столько ткани есть. А мы гуляли по городу с Оксаной после хамама, посещения. И проходили мимо тканевого магазина. О боже, сколько там всего интересного есть. Но одевать-то некуда. Я вот, допустим,
столько хожу. Сейчас, кстати, надо взять сарафан мой синий и одеть его. Потому что вещей-то полно, Светлана. Смотрите, сколько вещей у меня. И я много чего не одеваю. Вот только одела. А вот новый мой сарафан. Вот это-то я ношу каждый день. Вот мое платье, которое я тоже перешила. Я вам один день устрою показ. А вот этот сарафан такой классный. Я еще не одевала. А под низом я пошила точно такой же. Но он жарковатый, каждый день его не оденешь. В общем, сейчас я этот хочу погладить и его одеть. Так, что еще интересного у меня есть? Да, вот эту кофточку вы видели, наверное, да? Очень красивая кофточка. Прекрасно смотрится на теле. У меня очень много чего есть. Вот, смотрите. Вот эти длинные платья. Тоже не одевала. А все хочется и хочется. А вот это платье вы видели? Такое платье. Вышитое, посмотрите. Вот куда одеть? Скажите, куда? Вот мой сарафан. Кстати, его можно одевать тоже. Пошитый. Но я пошила его по бурде. Где мое вот это платье, которое я пошила с первое самое? Так, вот это платье у меня дорогое. Я купила в Эпикюле, одевала его на конференцию. Ткань бесподобная. Вот это платье я пошила сама. Вот это платье у меня шикарное. Вот это. А вот это я пошила сама. В общем, очень много чего интересного. Один день надо вам все это показать, одеть и поделиться своими впечатлениями. Ой, вот платье, вот блузка. А я все хочу, и хочу шить. Пошла я одеваться и готовиться на мою тренировочку. День продолжается. Я пошла на тренировку. Иду как на парад. Что хочу вам пожелать? Будьте здоровы, мои девочки. Выходите из зоны комфорта. Это что значит? Говорите себе, вставай и иди. Да, сейчас жарко. А в нашем фитнес-салоне вообще не жарко. Так что я пошла. Знаете, какой плюс проживания в Турции я обнаружила? То, что я записываю на русском языке, и никто меня не понимает вокруг. Представляете, если бы я сейчас записывала бы на турецком, сколько бы привлекла внимание. А люди-то не понимают, что я говорю. Тут птички, магазин птичек. Вы знаете, этот попугай большой и наши два. Еще грязнее стал балкон. Конечно, птички это хорошо, но они очень много приносят пыли. Поэтому мама, вот соседи, они пришли временно жить. Сейчас в поисках квартиры. Переехали из другого города в наш Мерсин. И временно живут в этой квартире старший брат, отец с матерью и их семья. Муж, жена и ребенок. 12 лет, кажется, 9, 10. Вот. И на 3 месяца, но уже полгода прошло они здесь. И эта птица же любит свободный полет. И мама очень против. Разозлилась, что везде грязь. Вот я устала. Не могу уже, забирайте, выкинуть его. Вот такая ситуация. И мы, конечно, согласились поддержать его временно, пока они квартиру найдут. Они на все время отдали этого попугая. Пока они подыщут какое-то жилье себе. И хорошо, что это лето, потому что зимой бы было бы мне намного сложнее. Смотрите, какое движение. Ни одна машина тебя здесь не пропустит. А в Батуми, когда переходишь дорогу, сразу все тормозят. Как я делаю домашний айран? Сейчас у нас снова будет тантуни. Вы знаете, летом это самое то. Ну, естественно, соль тут сейчас я измельчу. Сюда положила вот настолько воды, смотрите.
Положила 5 больших, огромных ложек йогурта. Вот это такое приспособление, смотрите, видите? Взбивалкой. Во. Пока вам покажу вам, что я приготовила к тантуне. Это так практично сейчас летом, когда кушать не хочется. И что-то же надо кушать. И смотрите, видите? Вот и все. И из чего тантуни? Из печени. Зашла в Мигрос. И были хорошие скидки. Вот я и набрала. Так много, смотрите. 50 лир. 47 лир килограмм. Вообще за копейки, девчонки. Все, выключаю. И вот сейчас мы соль. У меня такой бардак, но что делать? Не получается по-другому, когда готовишь быстро. Я не уставшая, но мой муж голодный. Соль кладем сюда. Мне кажется, даже еще надо. Ну вот смотрите. Потом закрываем это. И вот так. Такое приспособление, оно столетнее, но хорошее. Смотрите. Взбивается домашний айран. Когда я говорю часто, приготовила айран, приготовила айран. Вот как делается. Холодная вода, 5-6 ложек вот на такой, чтобы вкусный был, чтобы не было как вода. Делают, конечно, и как вода, но мы же и готовим для себя. Вот и все, друзья мои. Готовый айран. Хожу босиком, намыла полы. Не могу я, девочки, одевать эти тапочки. Такое идет отчуждение от тапочек. Ой, упало что-то. Сейчас я вам покажу кое-что. Только что соседка принесла нам ашури. Каждый день нас угощают ашури. Естественно, я не кушаю, Ашкем мой очень любит. А что это такое? Это сейчас сезонная сладость. Видите, добавлены орешки, ну, и булгур, рис, кажется, там все варят. Варят надо мне на следующий год тоже научиться. Ничего страшного, такого нету сложного, я все умею. А сейчас покажу вам мой лук, который я приготовила. Подходит, видите, сумочка. Это кофточка. Я ее еще хотела выбросить, а она как подходит сюда. Смотрите, юбка-брюки. И вот смотрите. Сделала такие зажимчики. Вот, тут идет складочка, оно на теле вообще бесподобно смотрится, широкие. Вчера закончила уже их. Ну, в принципе, я давно закончила, но строчку здесь сделала и разгладила, видите? Внутренние кармашки. Вот, ничего особенного, но они из хлопка и очень приятно одеваются на тело. А еще у меня здесь есть... Вот свекровь, заловка мне дала вот такие салфеточки. Это можно сделать юбку и нашить. И еще вот такая красота. Смотрите, я вчера погладила. Это можно сделать на спинку блузы. Вы понимаете, что-то надо придумать такое. Но это я погладила вчера. Что-то надо придумать и придумывать. А вот смотрите, у меня что есть еще. Ну, вот эти какие-то есть у меня. Так... Вот такая есть сумка. Она испортилась. Я хочу из нее вырезать что-то. Именно как-то вот может что-то нужно придумать мне. Во, посмотрите-ка, совсем другой вид. И будет одна из сумок. Так что вот, голова работает. А вот есть такая деталь. Я шила шорты мужу из этой ткани. И внизу такая вставка, так как это был сарафан. Сестра дала. Поэтому я ее отрезала. Ее тоже можно куда-то использовать. И вот еще у меня есть эта ткань. Хочу еще пошить сумочку. Ну, очень много планов. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.